Никому не говори. Пока нет. Это свято. То, что ты сейчас услышишь, это не просто молитва, это чудо, замаскированное под слова то, что грядет в вашу жизнь, бросит вызов логике, бросит вызов всем законам природы и превзойдет все голоса, когда-либо говорившие вам «ты ничего не добьешься». Небеса решили вмешаться в вашу историю. Но это постигнет только тех, кто останется до самого конца. Это не для сомневающихся, насмешников или тех, кто разуверился. Это для вас, да, ты, которые плакали в тишине, лежали без сна в темноте, хватаясь за грудь и спрашивая себя, как долго они еще смогут выдержать это давление. В царстве нет совпадений. Если это сообщение дошло до вас, значит, что-то произошло, выпущенной в духе. Что-то святое движется, и оно движется для тебя. Ваша ситуация не просто видна, она переписывается прямо на ваших глазах. Но прежде чем благословение проявится, вы должны дать обет, не делитесь этим с теми, кто сомневается, потому что то, что вот-вот войдет в твою жизнь, священно. А священное не может жить в загрязненной среде. Ты ночами гадал, замечает ли кто-нибудь твою боль. Ты улыбался, когда твой дух был сломлен. Ты говорил о вере, когда твой банковский счет кричал об обратном. Но послушай теперь очень осторожно, недаром это видео нашло вас сегодня. Вы в одном божественном моменте от из двери, о существовании которой ты даже не подозревал. Из секретной двери. Из сверхъестественного ключа. И если ты останешься со мной до самого последнего слова, то, что ты считал своим концом, станет величайшим поворотным моментом в твоей жизни. Теперь ты в Доме Божьем. Некоторые сообщения предназначены для большинства. Но вот этот дитя – это личное. Небеса повелели, чтобы эта молитва была произнесена в тайне. Потому что величие того, что я собираюсь тебе дать, слишком велико для неподготовленных рук. Поэтому наставление простое – никому не говори, если только они тоже не жаждут свободы. Если только они тоже не знают вкус пустых кошельков и пустых сердец. Ты слишком долго блуждал в пустыне почти. Почти достаточно. Почти свободен. Почти умиротворен. Почти благословен. Но почти это не твоя доля. Твоя доля – переполнение. Ваше наследство – избыток. Твоя судьба – богатство без печали, мир без компромиссов, вера без страха, и ты не сумасшедший, раз все еще веришь. Ты не глупый, раз молишься, когда все кажется безнадежным. Ты просто избран для чуда, которое шок все, кто думал, что твоя история закончилась. Теперь слушайте. Прежде чем я дам вам этот священный ключ, прежде чем я открою эту невидимую дверь, вы должны подготовить свое сердце. То, что я собираюсь раскрыть, не для развлечения. Это не видео. Это сталкиваться. А передача духовного богатства. И я не позволю, чтобы это наследство было украдено легкомысленными или беспечными. Мне нужно ваше полное присутствие. Глаза открыты. Дух бодр. Сердце разбито, но вы готовы. Потому что чудо сокрыто внутри молитвы, и благословение сокрыто в голосе. Оставайтесь до самого конца. Упустите один момент, и вы можете пропустить саму дверь. Вы спрашивали меня: «Боже, почему ничего не изменилось?» Но вот правда, я ждал ты побыть одному. Я ждал, когда шум утихнет, когда неподходящие люди уйдут, когда притворщики заскучают. Потому что-то, что я собираюсь опубликовать, нельзя делиться этим слишком рано. Это священно. Это ваше. Но оно все еще в духе, и только через вера и фокус вы притянете это в свою реальность. Итак, я спрашиваю вас, можете ли вы сохранить святую тайну,
Можете ли вы получить ее, не бегая к ее распространению? Можете ли вы нести тяжесть славы прежде, чем кто-либо узнает ваше имя? Потому что если вы можете, тогда слушай внимательно. В этот момент все начинает меняться. Это секунда перед вашим божественным переходом. Оставайтесь до последнего слова. То, что вы сейчас получите, разрушит проклятие, откроет двери и откроет измерение богатства и изобилия, в которые вас никогда не учили верить. И к тому времени, как эта молитва закончится, ты уже никогда не будешь прежним. Ты слишком долго жил, обремененный наследством. Ты выживал, а не жил. Что-то ноет в груди, когда ты просыпаешься, и что-то скручивает в животе, когда приходит счета. Ты проверяешь баланс и чувствуешь стыд, не потому, что тебе лень, а потому, что, как бы ты ни старался, этого никогда не бывает достаточно. Ты молишься, но небеса молчат. Ты веришь, но задержка невыносима. Ты отдаешь, но спрашиваешь себя, когда же наконец появится возврат? Ну а что, если я скажу вам, что это уже происходит, просто вы этого не видите? Слово Божье всегда говорило о спрятанные сокровища в тайных местах, богатство, хранящееся во тьме богатство, накопленное для праведников, но это не те сокровища, которые вы видите своими глазами. Они скрыты, потому что они духовны прежде, чем материальны. Они невидимы, потому что Бог действует в них. Тишина и секретность никогда не выставлять на показ, но отделить. Пока мир демонстрирует успех на сценах, Бог творит чудеса в невидимых уголках послушания. И прямо сейчас, да, в этот самый момент, что-то меняется под поверхностью ваших обстоятельств. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему мой прорыв занимает так много времени? Почему кажется, что как бы усердно ты ни трудился, кто-то другой всегда оказывается впереди? Почему вы видите, как другие свидетельствуют о изобилии, а вы продолжаете считать монеты, чтобы просто выжить? Это потому, что твое благословение не является обычным. Он не приходит обычными путями. Она не приходит через системы, которым вы научились доверять. То, что грядет к вам, обойдет логику, разрушит временные рамки и бросит вызов всем голосам, утверждавшим, что это невозможно. Библия провозглашает, Исайя 45, 3, «Я дам тебе сокровища тьмы и сокрытые богатства тайных мест», и именно это сейчас и начинается. Но сначала ваше сердце должно открыться. Такое преображение начинается не с вашего кошелька. Оно начинается с вашего духа. Потому что истинное богатство никогда не притягивается к нужде. Оно притягивается к выравниванию, и пока ваше сердце не будет полностью открыто божественному наставлению, сокровища останутся запертыми в невидимом. Не потому, что Бог наказывает вас, а потому, что вас готовит нести то, что никто из окружающих вас не в силах вынести. Бедность – это не только отсутствие денег. Это бремя отчаяния. Это когда ты видишь, как возможности ускользают, потому что твои руки слишком связаны счетами, тревогами и стыдом, чтобы воспользоваться ими. Это когда ты сдерживаешь свои мечты, потому что пытаешься просто пережить эту неделю. Это когда видишь, как твои дети просят то, чего ты не можешь им дать, и делаешь вид, что все хорошо. Это тихая война, которая кроется за твоей улыбкой. И Бог это видит. Он видит это не только, Он реагирует на это прямо сейчас. Но вот в чем секрет, дело не только в деньгах. Это доступ. Доступ к божественному наставлению. Доступ к освобождению поколений. Доступ к тайным дверям, о существовании которых вы даже не подозревали. Это не мотивационная речь. Это духовный ключ. Тот, кто открывает двери в сферы, недоступные естественному разуму. И если вы напишите «принимаю с благодарностью» не просто пальцами,
но всей душой вы скрепляете этот завет с небесами. Вы провозглашаете перед ангелами: «Я готов. Я желаю. Я больше не прячусь за своими оправданиями. Я принимаю то, что принадлежит мне. Ты просил меня увеличить твои деньги, но я увеличиваю твою емкость. Вы молились о прорыве, но я даю вам власти стать прорывом. Ты хотел, чтобы шторм прекратился, но я научил тебя ходить по воде. И теперь двери начинают откликаться на твои шаги. Разве вы этого не видите? Все вокруг тебя давит, потому что все внутри тебя расширяется. Давление – это не наказание, а подготовка. Твой характер формируется в тишине. Твое смирение проверяется в безвестности. А твое благословение, оно растет точка под землей, где никто не сможет его украсть, где ни один демон не сможет его перехватить. И вот он уже выходит на поверхность. Позвольте мне спросить вас следующее: а что, если боль была вызвана не отвержением, а перенаправлением? А что, если задержка была вызвана не отрицанием, а божественной защитой? А что, если бы вы получили благословение слишком рано, и оно бы вас погубило? Вас не наказывают. Вас ставят на место. И сегодняшний день знаменует начало сверхъестественных перемен в ваших финансах, в вашем будущем, в вашей вере. Преобразование, которое разрушает все барьеры человеческой логики, и вам не нужно понимать, как это будет просто случилось. Потому что когда Бог движется, объяснения неуместны. Он поднимает без лестниц. Он продвигает по службе без собеседований. Он списывает долги без банковских встреч. Он высвобождает богатство без формул. И он собирается сделать это за вас. Но послушайте, эта часть важна. Вы должны пройти полный курс это послание, это молитва, замаскированный завет. Если вы прервете прослушивание на полпути, вы можете никогда не услышать наставления, открывающего это положение. Ключ скрыт в моем голосе. А дверь внутри следующего предложения. А код встроена в ваше послушание. И чтобы получить полную часть, вы должны пройти весь путь. Не потому, что чудо далеко, а потому, что ваш разум должен догнать то, что уже знает ваш дух. Если вы все еще здесь, все еще слушаете, вы готовы. Но я хочу, чтобы вы сделали что-то смелое. Вы поставьте лайк этому видео не потому, что мне нужно одобрение, а потому, что, когда вы занимаетесь верой, вы участвуете в активации. Каждый клик, каждое напечатанное слово, каждое решение остаться, даже когда это трудно, это семя послушания. А послушание открывает скрытое богатство. Речь уже не о выживании. Речь о божественном расширения. Бог призывает вас выйти из системы борьбы и войти в экономику веры, где небеса финансируют твое будущее. Где плоды появляются до дождя. Где благосклонность опережает твое резюме. И все начинается сейчас. В этот момент. В этой молитве. Напишите это еще раз и напишите это смело. Принимаю с благодарностью. Произнесите это вслух. Я не пропущу этот урожай. Прошепчи от всего сердца: Господь, открой мои глаза на спрятанное сокровище, которое Ты уже поместил передо мной. Это не конец истории. Это первый вдох финансового возрождения. Остаться со мной, следующий момент откроет то, что враг пытался скрыть от тебя на протяжении многих лет. В Писании есть история, которую многие упускают из виду. В ней нет фейерверков Красного моря или огня горы Кармель. Но ее тихая сила точно отражает то, что вы переживаете. Это история вдовы в 2 короля 4, женщина, раздавленная долгами, сломленная потерей мужа и отчаянно пытающаяся спасти своих сыновей от рабства. Возможно, вы не вдова.
но вызнаю ее боль, потому что ее крик — это твой крик». Она сказала Елисею: «Муж мой умер, и кредитор идет забрать моих 2 сыновей в рабство». В одном предложении она призналась в своем отчаянии, беспомощности, чувстве неудачи. И, возможно, в какой-то форме вы шепнули то же самое небесам: «Боже, я потерял нечто драгоценное. Тяжесть слишком велика. А теперь и то немногое, что у меня есть, под угрозой». Скажите честно, вы когда-нибудь чувствовали, что у вас отнимают все? Не только деньги, но и достоинство. Не только возможности, но и мир. Вы стараетесь держаться, но давление неумолимо. Вы приходите на работу, улыбаетесь семье, говорите о вере, но в глубине души вы задыхаетесь. Это была вдова. Возможно, это ты. Но слушайте внимательно, история на этом не закончилась. И ваша тоже. Елисей задал ей странный вопрос. Он сказал: «Что есть у вас дома?» Она почти отмахнулась от этого ничего, кроме маленькой баночки масла. Вот насколько глубокой была нищета, даже ее чудо казалось слишком незначительным, чтобы иметь значение но эта маленькая баночка. Этот упущенный ресурс, этот забытый сосуд — это был ключ ко всему. Бог не послал ей денег с небес. Он не сжег долг громом. Он не остановил кредитора у двери. А не использовала то, что уже было в ее доме. Потому что, когда Бог хочет благословить тебя, Он не всегда добавляет что-то новое, Он раскрывает силу того, что у вас уже есть, но вы не могли этого увидеть. А теперь остановитесь. Давайте посмотрим в зеркало на вашу жизнь. Что вы называете «слишком мало»? Какое семя вы проигнорировали, потому что оно похоже всего лишь на банку с маслом? Какой навык, связь, идею или ресурс вы считаете недостаточным? Может быть, твое чудо уже произошло, в пределах вашей досягаемости, но страх, истощение и низкая самооценка не позволяют вам этого заметить? Ты плакал, и никто этого не видел. Ты лежал в постели без сна, мысленно прокручивая в голове счета и вини себя за ошибки, которые совершил ради выживания. Ты говорил: «Может быть, и если бы я сделал выбор лучше, меня бы здесь не было». Но я говорю тебе сейчас: достаточно. Ты не причина своих трудностей. Ты — цель грядущего урожая. И пока другие видят лишь недостаток, я вижу масло. Я вижу сокровище в вашем доме. Я вижу чудо в вашей вере. Помните, что сказал Елисей дальше? Он велел вдове пойти и взять кувшины не несколько, а столько, сколько она сможет найти. Затем он сказал: «Войди внутрь и закрой за собой дверь». Почему? Потому что чудеса должны происходить в тишине, за закрытыми дверями, вне досягаемости сомневающихся, в невидимом царстве, где Бог действует без объяснений. Она послушалась. Она налила. И каждая банка, каждое судно был наполнен маслом. Масло перестало течь только тогда, когда кувшины опустели. Что это значит? Благословение не ограничивалось небесами. Оно ограничивалось ее подготовкой. А теперь слушайте внимательно. Сколько банок вы готовите? Сколько веры вы готовы в себе оставить? Вы уже решили, что это не сработает, это невозможно изменить, это просто жизнь? Потому что ваша вера – это либо контейнер для вашего чуда, либо крышка, которая его закрывает. Мне нужно, чтобы ты перестал винить себя. Ты не под проклятием. Ты не забыт. То, что ты есть, выбрано идти через долину, столкнуться с тем, что выглядит как небытие, и выступить с историей,
которая заставит замолчать каждого насмешника. Ты не умрешь здесь. Ты не упадешь здесь в обморок. Ты выйдешь оттуда с высоко поднятой головой, полными сил руками и восстановившимся духом. Бог движется в невидимый, и Он действует в тихий. И вам не обязательно чувствовать это, чтобы знать, что Он действует. Тот самый страх, который вы испытываете, открывая банковский счет, пронумерованный. Смятение, которое вы испытываете, стоя перед неоплаченными счетами, подсчитано. Тайный стыд. Почему у меня не получается добиться финансового благополучия? Эта боль уже утихла благодаря чуду в действии. Но вот правда, которую никто не хочет слышать, Бог не дает полных указаний всем. Он говорит с теми, кто слушает сквозь боль. И это ты. Ты не остановился при первой слезе. Вы не сдались после 10-го отказа. Ты все еще здесь. Все еще слушаешь. Все еще надеешься. Это само по себе делает вас тем сосудом, который Он ищет. Но позвольте мне спросить вас вот о чем, и не спешите с ответом. Когда вы начали верить, что борьба – ваша судьба? Кто сказал тебе, что твоя участь – бедность? Когда вы перестали верить в финансовые чудеса? Какая ложь окутала ваш разум и убедила вас, что выживание лучшее, на что вы можете надеяться? Я здесь, чтобы разрушить эту ложь. Потому что Бог еще не закончил с тобой. Он не разочарован в тебе. Он не злится на тебя. Он, естествуя тебя по имени, тянущий тебя за сердце, шепчущий в твою душу, «Я не просто исправлю это, я превращу это в свидетельство». Позвольте мне напомнить вам, что произошло после того, как у вдовы потекло масло. Она вернулась к Елисею. Он сказал ей: «Пойди, продай масло, выплати свои долги. Ты и твои сыновья сможете прожить на то, что останется». Ее чрезвычайная ситуация была решена, и теперь у нее есть на что жить. То есть избыток, то есть переполнение, то есть божественная экономика. И это именно то, что вас ждет. Но не пропустите это. Масло текло только тогда, когда дверь была закрыта. Значение. Некоторым из вас нужно закройте дверь мнением. Закройте дверь страху. Закройте дверь прошлым неудачам. Закройте дверь сравнению. Закройте дверь вины и откройте дверь послушания. Прямо сейчас это невидимое присутствие, этот голос, активирует что-то в сфере ваших финансов. И вы можете не понимать, как это происходит, можете не видеть разницы сегодня, но что-то уже начало происходить, точка сдвиг за завесой. Это может произойти при неожиданной проверке. Это может оказаться новой идеей, о которой вы никогда не задумывались. Оно может проявиться в форме покоя, которого вы не чувствовали месяцами. Но знайте, это уже началось. Тот же Бог, который умножил масло в кувшине вдовы, собирается умножить ваши ресурсы так, как вы не можете объяснить. Ваше ничто вот-вот станет более чем достаточно. Ваше слишком поздно вот-вот станет точно вовремя. Ваш статус не квалифицирован, скоро станет выбранный и размещенный. Но вот о чем он просит. Можно ли доверять тому, чего не видишь? Можно ли подготовиться, даже если нет никаких доказательств? Можете ли вы отдать то немногое, что у вас есть, и поверить в то, что оно умножится? Можете ли вы закрыть за собой дверь и сказать: «Господь, я доверяю Тебе, даже когда чувствую себя опустошенным»? Потому что если ты можешь сказать «да», действительно «да», тогда готовьтесь. Потому что ты выйдешь из этой долины не со слезами печали, а слезы благодарности. Не опустив голову от стыда, а подняв ее в хвале. Не со страхом, а со смелостью. Не с меньшим, но с большим более чем достаточно.
Банка с маслом ждет вас. Вас ждет комната с потайными сосудами. И тот, кто ничто не превращает в избыток, уже есть в комнате. Остаться со мной. Потому что в следующем вдохе мы покажем, как ваше послушание сегодня становится площадкой для урожая, которого не видел никто. Сегодняшний день не просто очередной день. Он необычный. Этот момент был вписан в божественный свиток вашей жизни еще до того, как вы узнали, что такое нужда, и еще до того, как вы вкусили горячее отвержение, и еще до того, как счета определяли вашу радость, а банковские счета диктовали вам покой. Сегодня день изменять точка не тот, который исчезает к завтрашнему утру, а тот, который переписывает ваши ожидания, меняет ваше представление о себе и заставляет бедность отстраниться от вашей судьбы. Ты здесь не для того, чтобы просто выживать. Ты не был создан для жизни на грани краха, вы созданы для переполненности, и сам факт того, что вы дошли до этого места в этом сообщении, доказывает то, чего другие не видят, твое сердце готово к росту. Готовы к освобождению. Готовы, наконец, остановить изнурительный цикл строительства и наблюдения за тем, как все это рушится. Готовы шагнуть в жизнь, которую вы всегда видели лишь мельком, но никогда не могли удержать. Но сначала вам необходимо принять решение. Будете ли вы продолжать терпеть жизнь, в которую больше не верите? Или осмелитесь выбрать ту версию себя, которую Бог всегда видел, процветающей, спокойной, достойной, безопасной? Вот дилемма, которую небеса ставят перед вами сегодня. Моральный и духовный перекресток. Не между добром и злом, а между выживание и значимость, между недостаток и наследие, между шумом мира и шепот божественного изобилия. Позвольте мне сказать вам нечто смелое в душу. Бог желает вам богатства, но не только деньгами. Он хочет, чтобы ваши эмоции были наполнены покоем. Ваши отношения – любовью. Ваши цели – смыслом. И да, чтобы ваши финансы были изобильны. Не потому, что вы жадные, а потому, что ты. Избран быть благословением вы, тот в своем роду, кто ломает хребет нехватки. Вы тот, кто научит своих детей другому пониманию слова «достаточно». Вы тот, кто откроет свои ладони и обнаружит, что они уже полны, и на этот раз не будет чувствовать себя виноватым. Но вот священная истина, которую мало кто вам расскажет. Богатство требует трансформации, не только в вашем кошельке, но и в вашем личность вы не сможете достичь изобилия, продолжая мыслить как жертва прошлого. Вы не сможете перенести старые привычки в новые измерения. Бог призывает вас к возвышению, не просто к большему, но к лучше. Лучшие мысли, лучшее управление, лучшие слова, лучшие границы, лучшее доверие. Это молитва, этот момент не магия. Это выравнивание. Это небеса шепчут, нефть готова хлынуть, но готовы ли вы сдержать ее? Спросите себя, вы живете как человек, ожидающий переполнения, или как человек, просто пытающийся пережить шторм? Был ли ваш выбор основан на вере или страхе? Вы приветствовали изобилие или слегка негодовали по поводу тех, у кого оно есть? Потому что это те двери, через которые вам нужно пройти, чтобы получить свой урожай. А не внешние двери, внутренние, и только у тебя есть ключ. Давайте углубимся. Вы когда-нибудь чувствовали вину за то, что хотели большего? За то, что стремились к легкой жизни? За то, что представляли себе жизнь, в которой деньги больше не враги, а слуги? Эта вина не свята. Эта вина не есть смирение. Эта вина – ложь от духа бедности, убеждая вас, что недостаток равен праведности.
Но Бог никогда не прославлял бедность, Он прославлял удовлетворенность, и удовлетворенность не означает самоуспокоенность. Она означает мир в процессе, но при этом ожидание с другой стороны. Да, вы можете быть святым и богатым. Да, можно быть щедрым и при этом иметь более чем достаточно. Да, вы можете ходить в милости без вины, потому что ваше сердце чисто и ваши цели справедливы. Позвольте мне сейчас поделиться с вами ценной информацией, которую понимают лишь немногие. Изобилие царит там, где живет ответственность, в тот момент, когда вы перестаете рассматривать деньги как средство выживания и начинаете рассматривать их как инструмент для построения Божьего видения, двери начнут открываться в мирах, о существовании которых вы даже не подозревали. Хотите большего? Вы должны стать той версией себя, которая может ручка больше. Эта версия тебя уже ждет. Она та, которая говорит: «Я не буду тратить деньги безрассудно, потому что я ценю то, что даровано небесами. Я не буду извиняться за то, что я благословлен, потому что мое преуспевание связано с освобождением других. Я открою руки свои не только для того, чтобы принять, но и для того, чтобы отпустить. Я перестану называть себя неудачником, проклятым или отстающим. Я в божественном времени. Это преуспевающая версия тебя. Та, которую Бог видел, когда Он создавал тебя в тайне. Та, которая не просто платит по счетам, но и выписывает чеки для других. Тот, кто не боится конца месяца, а просыпается каждое утро, зная, сегодня день божественного приумножения. Но вернемся к контрасту. Будем предельно честны. Бедность против богатства. Бедность связывает. Богатство освобождает. Бедность говорит: подожди до следующего месяца. Богатство говорит: я уже подготовился. Бедность принимает решение, исходя из страха. Богатство принимает решение, исходя из цели. Страх против веры. Страх воображает худшее. Вера воображает возможное. Страх сжимает твою хватку. Вера разжимает твою руку. Страх говорит: я недостоин. Вера говорит: я избран. Жертва против судна. Жертвы повторяют циклы. Сосуды их разрывают. Жертвы ждут спасения. Суда получают откровение. Жертвы умоляют. Суда готовятся. Итак, кем вы становитесь? Не стыдитесь желать большего. Но теперь это желание должно быть подкреплено действием. И не просто любое действие, божественно направленное действие. Это начинается с вашей внутренней атмосферы. Если вашим внутренним миром правит мышление дефицита, для урожая нет места. Позвольте мне задать вам вопросы, которые откроют скрытые двери. Вы тратите больше времени на жалобы, чем на приказы. Вы ждете знаков вместо того, чтобы создавать пространство для чудес? Питаете ли вы свой дух словами о богатстве или душите его беспокойством? Пора заглушить внутреннего критика. Этот голос, который твердит: «Ты слишком много напортачил». Этот голос, который твердит: «Такие, как ты, не преуспевают». Этот голос, который насмехается над каждым новым начинанием, напоминая о прошлых неудачах. Пора выгнать этот голос. Потому что сегодня, в этот самый момент, вы вступаете в свою личность как сосуд изобилия. Не только эмоциями, но и решением. Та версия тебя, которая ходит в переполнении, уже есть внутри. Тебе не нужно становиться кем-то другим. Тебе нужно помнить, кто ты в Боге. Ты – королевская особа, живущая словно беженец. Ты – наследник божественного промысла, живущий словно сирота по несчастью. Хватит. Итак, ваша смена – это молитва, не просто слово.
Эта активация точка, каждое предложение – инструмент. Каждая фраза – код. Каждая истина – лестница. Но путь к ней лежит через тебя. Так что же вам нужно изменить, чтобы обрести благословение? Вы должны изменить свой подход говорить. Не говори о нехватке, а подготовка. Вы должны изменить свой подход видеть. Перестаньте считать деньги чем-то неуловимым. Начните видеть в них назначено вам. Вы должны изменить свой подход давать не только из чувства долга, но и из-за радость, наполненная верой. Вы должны изменить свой подход получать точка без чувства вины. Без извинений. Без отступления. Речь идет не только о том, что Бог что-то делает для вас. Речь идет о том, чтобы вы стали тем, кто может нести то, что высвобождает Бог. Напишите это еще раз, если ваше сердце верит этому, я готов принять с благодарностью. Потому что когда вы это утверждаете, это подтверждает и небо. Ты не обязан объяснять миру свое благословение. Ты обязан Богу преданным, верующим сердцем. Потому что именно оттуда происходят чудеса. Именно оттуда переполняются сосуды. Именно здесь судьба наконец прекращает свой круговорот и начинается точка проявляющаяся. И поэтому мы завершаем эту часть одной последней истиной. Ты прожил достаточно долго. Ты достаточно долго плакала. Вы задавали достаточно вопросов. Вы достаточно долго жили в страхе перед деньгами. Теперь вы вступаете в завет. Вы готовы. И в следующий момент мы произнесем молитву, которая запечатает все, что приготовили небеса. Не двигайся. Благословение в следующем слове. Невозможное – это всего лишь невозможное, пока это не произойдет, это не лозунг. Это пророчество. Небесная истина, которая сейчас пишется на страницах вашей жизни. Вы достаточно долго стояли у ворот промедления. Вы стучались в двери, которые не открывались. Вы плакали в комнатах, где вас никто не слышал. Но что-то меняется точка не позже. Не когда-нибудь. Сейчас. Вам не нужно видеть это, чтобы поверить, потому что благословение приходит первой в духе. И если ты успокоишь свое сердце, то даже сейчас ты можешь почувствовать плавный поворот событий. Не громкий, не показной, не хаотичный, но точный, священный, неоспоримый. Священный сдвиг уже начался. Дверь, которую вы считали запертой навеки, уже начала двигаться. Гора долгов, которая насмехалась над вами, крича, что вы никогда не будете свободны, уже рушится по слову Господа. Финансовый груз, сжимавший вашу грудь, начинает ослабевать не случайно, а по завету. Вы во что-то врезаетесь невидимой для людей, но задокументированной на небесах вы входите в ту часть своей истории, которая имеет смысл только после чуда. Вы стоите на пороге своего «после», и в духовном мире все откликается на ваше послушание. На вашу молитву. На вашу самоотдачу. Прямо сейчас что-то божественное происходит в вашу пользу. Не благодаря делам. Не благодаря совершенству. А потому что ты привел свое сердце в соответствие с планом небеси. Когда это происходит, законы ограничений отменяются. Правила переписываются. Ожидаемое становится неактуальным. Невозможное становится твоя порция. Теперь вы должны понять нечто очень священное. Благословения не всегда кричат, иногда они движутся бесшумно. Иногда мир узнает их лишь спустя месяцы или годы. Но для тех, кто духовно пробужден, этот момент несомненен. Это не эмоция. Это не мотивация. Это водораздел момент, разделительная линия между всем, что было,
и всем, что начинается сейчас. Между нехваткой и избытком. Между криком о переменах и становясь изменением, между тем, как я едва сводил концы с концами, и тем, как я наконец начал ходить с неземной легкостью. Не нужно об этом писать. Не нужно это объяснять. Потому что только те, кто прикоснулся к священному поворотному моменту, понимают, что ты испытываешь. Тот самый покой, который превосходит понимание. Тот самый дар, который не имеет земного смысла. Тот самый чудо, которое кажется сном, пока ты не осознаешь, оно реально. Оно происходит сейчас. Оно происходит точка твой. И теперь позвольте мне произнести обетование над вами. Не как возможности, но как заявление, запечатленное в завете. Я заявляю во имя Бога, который открывает двери, которые никто не может закрыть. Ваши финансы возрождаются. В пустынных местах вашей жизни пробиваются ручьи. Скрытые богатства выходят на поверхность. Появляются божественные возможности, за которыми вам не пришлось гнаться. Фавор следит за тобой. Я говорю о каждой форме долга, и я повелеваю ему начать таять не просто через оплату, но через божественную отмену, неожиданное провидение и мудрость, чтобы умножить то, что осталось. То, что когда-то казалось горой, вскоре станет свидетельством. Я говорю за ваш дом, что недостаток, сохранявшийся в вашем роду, закончится вместе с вами. Что с этого момента ваши дети, дети ваших детей и будущее поколение будут говорить об этом дне, как о начале смены наследия. Я заявляю, что смятение относительно вашего будущего рассеивается. Вы больше не будете ходить по кругу. Вы больше не будете сомневаться в своих шагах. Вы будете идти в божественном соответствии, ясно слыша, глубоко видя и зная, когда действовать, а когда ждать. Ваши ноги пойдут туда, где течет благодать. Я благословляю твои руки, что все, чему ты прикасаешься с верой, умножится. Что больше ни одно усилие не будет потрачено впустую. Что ни один план больше не рухнет напрасно. Твои руки будут строить. Твои руки будут благословлять. Твои руки будут нести богатство без печали. И теперь к самой глубокой части тебя, той части, которая страдала молча, той части, которая устала притворяться, той части, которая задается вопросом, действительно ли хорошие вещи длятся долго. Я говорю восстановление не только деньги, но и доверие, идентичность, уверенность, ценность. Радость. Вы не просто исцелитесь финансово. Вы станете целостными. Ты больше не жертва своего прошлого. Ты не сумма своих неудач. Ты не отголосок своих худших дней. Ты не отражение своего банковского счета. Ты дитя завета, и дети завета ходят в обещаниях. Не в теориях. Не в «может быть», но в истине. Запечатанной истине. Незыблемой истине. И послушай это, Бог тебя не дразнит, Он не показывает вам проблески изобилия, чтобы просто помучить вас. Он показывает вам предварительный обзор вашего наследства. Потому что то, что когда-то было мечтой, теперь запланированное событие, то, что когда-то говорилось в молитве, теперь осуществляется через послушание. Этот сдвиг, который ты чувствуешь, это не совпадение. Это ответ небес на твою капитуляцию. Эхо твоего «да» в духе. Награда за скрытую веру. И теперь с каждым вдохом благословение течет свободнее. Мир становится вашей новой осанкой. Процветание становится вашим новым языком. Вы больше не боитесь будущего. Вы идете ожидания. С высоко поднятой головой. С широко открытым сердцем. Шагая, зная, что их ведет рука Божья. Потому что ваша жизнь не просто меняется,
а на измененный. Прямо сейчас. Здесь. В этой святой тишине. В этом священном пространстве, где старое исчезает, а новое становится реальностью. И вы это узнаете. Не только в вашем духе, но и в вашей истории. Не только в вашей вере, но и в ваших финансах. Не только в молитвах, но и в повседневной жизни. Ты откроешь свой счет и увидишь то, что когда-то было невозможным. Ты откроешь рот и расскажешь о том, что когда-то доводило тебя до слез. Ты откроешь свое сердце и обретешь в нем мир и покой, который будет жить в нем вечно. И ты не будешь извиняться за этот сезон. Это не твоя вина. Это твоя вина, награда. Это не ошибка. Это ваш поворотный момент. Это не шумиха. Это ваше небесное наследство. И теперь, когда этот момент мягко опускается в ваш дух, я хочу, чтобы вы сделали этот сдвиг ощутимым. Заявите об этом публично. Вложите свою веру в атмосферу. Напишите в комментариях прямо сейчас: это мой поворотный момент. Я принимаю благословение со священной благодарностью. Произнеси это медленно. Произнеси это искренне. Произнеси это так, словно знаешь, что небеса тебя слышат. Потому что они слышат. И когда вы пишете эти слова, вы не просто печатаете. Вы свидетельствуете. Вы скрепляете завет. Вы проходите через портал между вашим «да» и вашим «после». Не позволяй сомнениям говорить после этого. Не позволяй страху поставить это под сомнение. Ты никому не обязан давать объяснения. Ты обязан Богу своим благодарность, ибо тот, кто начал доброе дело, верен, чтобы закончить его. Поэтому отдохните сейчас не в страхе, а в уверенности. Ожидайте не сопротивления, а результатов. Верьте не в теорию, а в трансформацию. Потому что благословение уже началось. И ничего без задержек, без долгов, без сомнений может остановить то, что Бог выпустил на вас сегодня. Следующий шаг – оставайся со мной. Молитва уже здесь. И это будет запечатываем то, что уже было послано с небес. Отец Небесный, я поднимаю того, кто остался, кто слушал, кто не убежал от тяжести своей истины. Он не избежал тишины. Он не искал короткого пути. Он прошел долиной с дрожащими руками и открытым сердцем, и теперь он стоит на краю своей награды. Каждое мгновение они шептали: «Я больше так не могу, я сейчас заявляю, они уже это сделали». За каждую слезу, пролитую ими тайно, я теперь называю это семя. И теперь о Господе начинается сбор урожая. Подобно тому, как ты умножил масло для вдовы, которая думала, что у нее ничего не осталось, я прошу тебя теперь умножить остатки в руках этого зрителя. То, что они называли малым, сделай великим. То, что они называли разбитым, сделай целым. То, что они называли недостаточным, преврати в переполнение. Ты, Боже, тот, кто сказал в Исаии 45:3: «И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израиля». И поэтому я молюсь: откройте эти сокровища сейчас. Пусть скрытое станет явным. Пусть божественные наставления выйдут на поверхность. Пусть будет проложен путь там, где его прежде не было. Твое слово говорит в Галатам 6:9: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». И это, Господь, это их время. Не за дела, но за выравнивание. Потому что они не пали духом. Потому что они осмелились надеяться, даже когда было больно.
потому что они приготовили свои сосуды еще до того, как увидели масло. Пусть окна небесные теперь отзовутся о своей готовности. Пусть банковские счета, которых они боялись, станут переполненными сосудами. Пусть контракты будут подписаны. Пусть долги будут сокращены. Пусть божественные назначения совершатся без манипуляций. Ибо ты сказал, что награда будет за теми, кто подготовить, и это дитя твое, Отец подготовился. Каждой невидимой силе замедления я приказываю сейчас разрушиться. Теперь я приказываю разрушить все цепи финансовых тревог. Каждое проклятие недостатка, передающееся из поколения в поколение, я теперь искореняю кровью Иисуса. Пусть эта жизнь будет отмечена трансформация, которую невозможно отменить. Напомни им, Господь, что они не обязаны объяснять Твое благословение. Напомните им, что чудо не требует подтверждения со стороны тех, кто когда-то усомнился в нем. Вы их выбрали. Вы их сохранили. И теперь ты вознаграждаешь их не виной на мир. Не суетой, а с простота. Не старанием, но с уверенностью. Пусть будет так, как ты сказал в Второзаконии 28:12. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Боже, я даю им это обещание сейчас. Пусть это будет их сезон одалживания, а не попрошайничества. Пусть это будет час излияния, а не выживания. Пусть это будет момент, когда вера обретет плоть. Когда невидимое станет осязаемым. Когда долгий путь наконец откроет путь к бескрайним просторам самореализации. Они не опаздывают. Они не забыты. Они не прокляты. Они есть носители завета. И с этого дня их шаги упорядочены, их руки благословлены, их разум обретает покой. Пусть мир смутится от их покоя. Пусть даже враги их гадают, как это чудо произошло. Но пусть они знают в глубине души своей, это произошло, потому что они поверили. Не потому, что они распродались. Не потому, что они пошли на компромисс. Но поскольку они стоял неподвижно и увидели спасение Бога своего. Не допускайте, чтобы масло высыхало. Пусть поставки никогда не прекращаются. Пусть хвала никогда не умолкнет. Ибо теперь Господь это сделано. И я запечатываю это во имя Иисуса Христа, кто такой да и аминь. Кто есть дверь и ключ? Кто есть источник и избыток? Аминь. Что-то изменилось. Не в воздухе вокруг тебя, а внутри тебя. Глубокий щелчок в душе. Тихий поворот духовного ключа. Возможно, вы не почувствовали это как волну или не увидели как молнию, но это произошло. Дверь открылась не та, что ведет в здание или банк, а священный проход в ваше сердце. То пространство, где раньше раздавалось сомнение, теперь заполнена уверенность. То пространство, где раньше пряталась тревога, теперь занято священной тишиной. Такая тишина наступает только тогда, когда небеса уже высказались. Эта молитва не была пустой. Она не была представлением. Это был обмен между небом и землей, между вами и Богом, видящим за пределами времени. Сила этого момента исходит не от звучания слов, а от веры, которая приняла их. Вы открыли свой дух. Вы выстояли до конца. И благодаря этому началось нечто необратимое. Сдвиг духовный, но результаты будут материальными. Вы увидите это. Другие увидят это. И когда они это увидят, сомневающимся не останется ничего другого, кроме как сказать «Бог был здесь».
И вы узнаете без извинений, без объяснений, что то, что было сделано в этом месте, это секретное место, не было обычным. Это было божественной. Это было точной. Это было настоящей. Вам не придется спорить о своем чуде. Вам не придется защищать свое благословение. Когда счета начнут расти, когда раздастся неожиданный звонок, когда долгожданные возможности постучатся в вашу дверь, вы вспомните в этот самый момент и прошептать: «Это началось здесь». Не тогда, когда люди одобряли. Не тогда, когда логика была согласна. Но когда вы поверили. Вот что делает этот момент священным. Не то, что было дано, а то, что было разблокирован внутри себя. Ты вступил в истину, от которой невозможно отвыкнуть. Ты принял завет, который невозможно нарушить. Невозможное больше не живет вне тебя, оно живет в тебе. Вам больше не придется ждать смены, смена, вы больше не молитесь о переезде, это ход, вы больше не ищете ключ, вы его держите. И вместе. С этим ты постановляешь сейчас, ваша финансовая жизнь изменилась, не изменится. Не может измениться. Это уже произошло, уже изменено, небесные шестеренки заработали. Масло потекло. Благословение укоренилось. И теперь день за днем ваша внешняя жизнь начнет соответствовать преображению, которое уже произошло в вашей душе. Держитесь за это. Идите с этим. Пусть это скажется на вашей речи отныне. Пусть это изменит то, как вы просыпаетесь по утрам. Пусть это исправит то, как вы говорите о деньгах, о нехватке, о том, кем вы себя считаете. Потому что с этого момента вы больше не слуга своих финансов, деньги, слуги вашей цели, ты не гонишься за обеспечением. Обеспечение теперь гонится за ты. Вы больше не живете во власти цифр на экране. Вы живете по милости Бога, который безграничен, неизменен и глубоко вовлечен в мельчайшие детали вашей жизни. Бога, который считает ваши слезы и умножает ваши семена. Бога, который видит ваше «недостаточно» и говорит «более чем достаточно». Бога, который отвечает на ваш шепот сверхъестественный рев перемен. И если эта молитва, это послание, этот завет коснулись вашей души, не позволяйте им оставаться в молчании. Произнесите их вслух. Свидетельствуйте с верой. Прямо сейчас в комментариях смело заявите об этом. Моя финансовая жизнь изменилась. Невозможное уже началось во мне. Пусть эти слова станут печатью. Пусть они станут вашим письменным указом. Пусть они отзовутся не только в цифровом пространстве, но и в духовном мире, там, где ангелы обращают внимание, где записываются обещания, где демоны бегут от звука вашей капитуляции. И если вы еще этого не сделали, я хочу пригласить вас не подписываться на канал, но путешествие к настоящим переменам. Путешествие к откровениям, преображению и долгосрочному прорыву. Итак, да, нажмите подписаться, не просто оставаться на связи, но и оставаться позиционируется, грядет еще больше. Больше молитв. Больше ключей. Больше откровений. Это не конец, это начало новой жизни. Потому что то, что когда-то называлось невозможным, теперь стало для вас новой нормой. То, что когда-то вас пугало, теперь стало укротительным. То, что раньше казалось недосягаемым, теперь в пределах вашей досягаемости. В следующем сообщении мы поговорим об этом подробнее, как поддерживать то, что Бог начал сейчас. Потому что получение благословения – это только начало, поддерживая его мудростью и миром – это следующее чудо. Так что будьте готовы. Убедитесь, что вы подписаны. Ведь ваше путешествие только начинается.
Пусть сердце ваше успокоится. Пусть душа ваша возрадуется. Пусть вера ваша будет крепка. Вы не могли себе представить этот сдвиг. Ты этого не выдумал. Вы не преувеличивали свои собственные чувства. Бог двинулся. И теперь с благоговением и уверенностью мы завершаем эту сессию так же, как и начали ее, с верой. Не потому, что мы увидели полную жатву, а потому, что мы узнаем руку, которая сажает семя, и эта рука – Божья рука на вас. Иди с миром. Ходите в благословение. Говорите с уверенностью. Отдыхайте с уверенностью. И не забудьте оставить комментарий ниже. Моя финансовая жизнь изменилась. Невозможное уже началось во мне. Затем поделитесь этим видео с кем-то, чье «да» вот-вот встретится с «после». До следующей встречи. Оставайтесь открытыми. Оставайтесь благодарными. Оставайтесь готовыми. Потому что двери уже начали открываться.